Доброго времени суток. А почему снимаю это интро? Казалось бы, нас меньше 500 человек, но при этом уникальных зрителей за 28 дней последних больше 17 тысяч. И просмотров больше 56 тысяч. О чем это мне говорит? О том, что многие из вас приходят на мой канал впервые. А если вы уже постоянный зритель, вы можете переходить в тайм-коды, вы понимаете, куда вы пришли, просто открывайте уже те тайм-коды, которые вам комфортны, и смотрите выборочно или полностью на ваш выбор. А если вы впервые на канале, и если вы пришли на конкретное название и хотите посмотреть все об этом, что в названии, и думаете, что там будет такая вот точная инструкция, то, пожалуйста, посмотрите это интро, оно точно для вас, чтобы вы не были разочарованы, чтобы вы были в комфорте и чтобы вы понимали, как так получилось, что такое название и такое содержание. А я начну ответ с короткого убеждения, что когда вы смотрите какие-то инструкции, они не особо помогают. Инструкции записывают конкретные люди, которые разбираются в чем-то, у них там другая сборка компьютера, у них другая сборка софта. Вы посмотрите, придете домой, попробуете, у вас ничего не получится, вы расстроитесь. А что делаю я? Полную противоположность инструкции. То есть у меня идет будний веб-код блогера США, где я показываю разработку, как я разрабатываю IT-продукты. И вы смотрите, что у меня где-то что-то получается, что-то не получается, часто не получается, как я решаю эти сложности. И вы формируете уже свою IT-насмотренность, и вы тогда уже начинаете делать самостоятельно, и у вас все получается. Так что я здесь для вас, чтобы у вас получалось создавать ваши IT-продукты более качественно, ну или вообще, чтобы получалось, но желательно более качественно. Я надеюсь, что именно это то, чем может быть полезен мой контент для вас. Итак, мы плавненько подошли к тому, что у меня есть то, чем я живу. Вот я создаю IT-продукты, и я записываю стримы, которые обучают. Я ими делюсь. И после того, как я записал, ну, допустим, там час, 2, 3, 4 часа, бывают у меня такие видео, то там, ну, в часовом видео там 5 каких-то полезных моментов, а в 4-часовом там около 20 полезных моментов. И мне надо выбрать что-то одно или несколько и вынести это на картинку, и вынести это в ограниченный 100 символов названия видео. И я выбираю, стараюсь не какие-то такие вот яркие названия, а фактически, что было сделано, чтобы, ну, как навигация, было понятно, что вы посмотрите и что будет внутри. Полное корректное описание — это в описании самого ролика, то есть там детально описано, что вы узнаете, если посмотрите этот ролик. Ну а вот в картинку выношу то, что посчитал правильным вынести что-то одно из того множества разнообразия полезностей, которые там внутри. Вот, так что если вы пришли на конкретное название, внутри будет и то, что в названии, и много еще дополнительных бонусов. А что я показал, как создаю? Да, то есть можно кликнуть вот сюда вот в плейлисты и глянуть, что приглянется. Среди этого множества плейлистов я выделю несколько, допустим. Вот здесь вот в самом низу находится создание сайта с нуля, допустим. И вот можно просто открыть и вот так вот смотреть с самого начала, как выбирается домен, как привязывается хостинг, как настраивается почта, где хостить бесплатно. Ну, то есть вот, да, это 27 видео, но зато у вас все получится. Это вот там первый плейлист, который есть смысл посмотреть. А здесь
ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator. Это если вы хотите, чтобы вот у вас была единая удобная система управления агентами. Один агент поручал второму, генеральный директор поручает задачу техническому директору, технический директор поручает там разработчику. И вот они между собой общаются и строят для вас продукт. Вот здесь вот показал, как это все настраивать, как запускать, и в том числе очень большую популярность имеет вот этот вот туториал на 4 минуты, где просто можно посмотреть. Кстати, спасибо, да, за спасибо. Спасибо за положительную обратную связь. Мне это очень приятно. Вот, то есть вы просто сбрасываете вот эту вот ссылку, и вы скачиваете, и ваш искусственный интеллект вам помогает все настроить. То есть там примеры документов, что как поднять, какие ошибки. Ну, то есть вот буквально вы бросаете одну ссылку вашему искусственному интеллекту, он все настраивает. Вот, то есть вот такой вот польза, да. Здесь я бы сказал, что роботы-парсеры и автоматизация, я считаю, что это очень полезный навык. Здесь я показываю, как выписывать автоматизацию, которая не завязана на искусственном интеллекте. То есть, грубо говоря, вы можете поручить искусственному интеллекту собрать что-нибудь с сайта, но здесь показана механика, как это все отрабатывает фактически, чтобы можно было построить такой алгоритм, который не использует искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта написать что-то, что будет для вас бесплатно. Вот давайте, можно так простыми словами сказать. И вот здесь вот как раз показано, как это сделать. Отдельный, ну, достаточно короткий, по моим меркам, 7 видео. Что у нас здесь? Создание гибридного Android-приложения. Это вот сейчас я активно занимаюсь этим проектом. И я начал там с самого начала, с открытия аккаунта и регистрации. И сейчас я вот уже нахожусь на том, что у меня идет внутреннее тестирование. И я выкатил вот это количество сборок моего Android-приложения уже в Google Play консоль. И сам их тестирую. И уже, я надеюсь, очень близок к тому, чтобы отправить это все на модерацию в Google. Я надеялся это сделать сегодня, но возникли дополнительные сложности. Надо записать видео, то есть моменты, которые не связаны с кодом, меня сильнее, наверное, останавливают, чем написание и создание кода. И последний по очереди, но не по значению, да, установка и настройка окружения. То есть я показываю, как я настроил все окружение, в котором я работаю. Просто можете зайти туда и посмотреть. Вот, так что такой вот обзор плейлистов, которые я рекомендую, но каждый найдет свое, то есть кому-то, может быть, ближе будет что-то другое. Я предлагаю просто смотреть как сериал, то есть взять какой-то сериал и вот его с первой серии дальше смотреть, чтобы вы были в контексте. Не вклиниваться там в последнюю серию, что вы ничего не поймете, почему там Рауль ненавидит Иглесиаса, да, и все остальное. Также провожу хакатоны. Вот каждый, ну, пока что провожу каждый месяц, дальше посмотрим. Ближайший будет в пятницу. В пятницу 10 числа страны-участники уже новые появились. Тема хакатона
организаторы, судьи, менторы. Что надо, чтобы поучаствовать, то есть шаги там прописаны. Вы получите вот такую вот личную страницу, подтверждающую ваши заслуги, и вот такие вот дипломы, которые можно сосканировать или пройти по ссылке, и вот откроется эта страница, которая для проверки этого диплома. Если говорить о том, как я связан с инвестициями, то можно сказать, что уже сильно меньше с ними связан. Если говорить о том, просто ли я начал веб-кодить или есть у меня технический бэкграунд, то у меня есть технический бэкграунд, но в том числе у меня есть гуманитарное образование, поэтому я стараюсь создавать контент, чтобы он был понятен и непрофессионалам, но я вот наблюдаю, что в том числе меня смотрят профессионалы, и в том числе те, которые иногда даже лучше меня программируют. Мой коммерческий опыт начался в 2018 году, так что я стараюсь показать вам мир технологий и свои архитектурные решения, чтобы вы создавали более качественные IT-продукты ваши и повышали вашу IT-насмотренность. Поэтому я надеюсь, что у вас все будет получаться лучше и лучше с каждым просмотренным видео. Как говорится, можно вечно смотреть на 3 вещи, как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Как-то настраиваю среду Linux и уже думаю, вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть. И в результате думаю, ну, ладно, настройка окружения у нас есть такие задачи на канале, и вот продолжу. Не знаю, насколько это связано с веб-кодингом. Одна задача точно связана. То есть я хочу сделать, чтобы по Ctrl-Shift-C у меня Ctrl-Shift-C, чтобы у меня копировалось. Опять пропало вот это вот, видите, менюха нижняя пропадает. И для того, чтобы ее возобновить, надо нажимать P-Kill Cosmic Panel. Вот она появилась снизу, футер и хедер наш появился. Такие вот тут какие-то штуки странные. Так, значит, в левом терминале я прошу настроить, чтобы у меня была возможность Ctrl-Shift-C нажимать, и чтобы копировалась ссылка. То есть, вот, допустим, у меня Downloads, Code и, допустим, Build Pop OS Build. А мне нужно нажать вот сюда вот на карандашик, для того, чтобы потом Ctrl-A копировать. И так вот я могу скопировать путь к этому объекту. Я хочу просто кликнуть на этот объект, нажать Ctrl-Shift-C и вставить, допустим, вставить в наш Cloud Desktop, потому что если так, вот я просто копирую, вставляю, то вставляется файл, видите? А если я Ctrl-Shift-C нажимаю, оно и так работает или что? Так, я не понимаю. Или он уже настроил? Класс. Так, интересно. Разобрался полностью. У меня для тебя хорошая новость. Настраивать вообще ничего не нужно. Cosmic Files уже умеет ровно то, что ты хочешь. И уже именно на Ctrl-Shift-C. Что происходит на самом деле в твоем
Ну, класс. Cosmic Files 1.0.14. Ну, в общем, он объясняет, что все и так происходит, как я хочу. Ну, Linux меня радует в чем-то. Да, то есть какие-то программистские, разработческие моменты здесь предусмотрены хорошо. А пока что то, как работает периферия и как она настроена, ну, как там обвал каких-то драйверов, и там, или что нету родных драйверов, что большая фирма их написала и тестировала хорошо, а сообщество самостоятельно поднимает хоть как-то, чтобы оно работало, то вот это, конечно, такие небольшие минусы. Но если вроде бы, я надеюсь, если все настроить, то, может быть, оно будет работоспособным, эффективным, классненьким, быстрым. Так, хорошо. Значит, здесь задача выполнена. Теперь хочется, чтобы было отображение, что я нажимаю, какие сочетания клавиш и визуализация клавиатуры, визуализация мышки. Почитаем, что здесь. Так, факты собраны. Теперь честный картинный план. Почему это не apt install и готово? Твоя среда Cosmic Wayland без суда, и ты не в группе input. Смотри, я только начал читать то, что ты мне пишешь, и я уже как-то не согласен. Ты мне говоришь о том, что я не администратор, и поэтому у меня какие-то сложности. Ты вообще проект прочел, в котором ты находишься? Что там об этом написано? Давай так, я задам более конкретный вопрос. В нашем файле проект дизайн написано, что я не являюсь администратором. Кто является администратором и как правильно устанавливать все программы? Ты прав, я поймал себя на плохой рамке «я подал не отсюда» как ограничение, проект прямо говорит обратное. Да, я перечитаю профильный документ, чтобы не пересказывать по памяти. Я ему дал файл на изучение, а он не захотел читать, то есть он, ну, как ленится. Окей, что мне не нравится допустим, искусственном интеллекте, то есть ленится. А что значит для меня значит лениться? Я ему даю файл прочитать, онбординг. В этом файле написано прочитать до конца 4 документа. И эти 4 документа говорят базовую информацию о проекте. Я начинаю с ним общаться, исходя из того, что я думаю, что уже все готово, что он прочитал и что он имеет базу. Но он, скорее всего, сделал поиск ключевых моментов или прочитал просто заглавие, чтобы не загружать свой контекст, и погнал дальше. И он начал, ну и в процессе общения я уже вижу, что он начинает сбоить, что он делает не то, общается не так, то есть он не прочитал нужные файлы. И я ему говорю, ну, прочти все-таки эти файлы, да, то есть такая маленькая шутка, которую я говорю, это то, что искусственный интеллект не захватит мир только из-за того, что ему будет лень это делать, вот, а не из-за того, что он не может. По возможностям очень классный, шикарный. Давайте читать, что он написал. Отвечая на оба вопроса прямо. Смотри, я ничего не спрашивал, это я просто своими наводящими вопросами тебе сказал, что ты не соблюдаешь контракт, не соблюдаешь SDLC и не читал до конца проект дизайн. Какие у тебя варианты по тому, чтобы реализовать то, что мне нужно? Напиши до 50 слов. Напиши мне таким языком, как будто бы я пятиклассник, и я хочу понять, что ты мне говоришь, без всяких непонятных слов, которые для меня ничего не значат.
Так, давайте читать уже простые слова. Ты хочешь, чтобы на экране было видно, какие кнопки на клавиатуре ты нажимаешь и куда кликаешь? Да, мышкой. Это удобно, например, для записи видео. У меня 3 пути, как это сделать. Готовая программа. Show me the key. Советую ее. Это как маленькое окошко внизу экрана. Нажал кнопку, и она там появилась. Кликнул мышкой, тоже видно. Показывает и клавиши, и мышку сразу. О, класс. Ее нет в магазине программ, поэтому мне надо ее самому собрать из деталей установить. Это несложно и недолго. Класс. Другая готовая программа, почти то же самое, но она умеет показывать только клавиатуру, а мышкой нет. Значит, твою просьбу про клики она не выполнит, поэтому так себе вариант. Сделать свою маленькую программу, я могу написать ее сам, специально под тебя, плюс делаю ровно как ты хочешь, минут это дольше. Давай поговорим про первый вариант. В Windows там был специальный скрипт, который был очень экономный по ресурсам. AutoHotkey, то есть он абсолютно ничего не занимал в системе. И если вызывается какая-то комбинация клавиш, то тогда запускается скрипт, чтобы он не висел всегда в системе. Здесь есть какая-то такая же экономная система, чтобы это не был какой-то, ну, такой вот демон, который постоянно висит в системе, а что-нибудь такое вот легкое, экономное. То есть с этой точки зрения, что ты еще посоветуешь? Если вам будет интересно, через что я надиктовываю, вот это settings, что это global shortcut, whisper model. Кто ты? Покажи мне, кто ты, как твое название. В общем, если вам будет интересно, через что я надиктовываю, можете написать комментарий, я на него отвечу. Так, отличный вопрос, он попадает точно в цель, разложу простыми словами. Главное, show me the key — это не демон, который вечно висит в системе, он работает только пока ты его открыл, закрыл, и он полностью выключился. Ничего не... Как обычная программа, когда надо включить. Точь-в-точь, как на Windows по горячей клавише у нас в проекте, это уже... Ну... Нет, я говорю чуть-чуть о другом, что когда я написал на Python программу, которая отслеживает и визуализирует мышку и клавиатуру, то у меня сжиралось 6% центрального процессора. Потом, когда я написал экономно, что визуализация вызывается только по факту клика, и система стала занимать 0% от центрального процессора, и все начало работать. То есть я говорю об экономности ресурсов, когда программа запущена. Не о специальных каких-то клавишах, которые ее запускают, а экономном выполнении в процессе. То есть в какой степени, что из этого менее нагрузочно для системы. Так, а вот этому давайте тогда поручим. Ты знаешь, я уже раньше просил другого агента накатить нам какую-то программу, которая будет, как в Windows, показывать все ресурсы компьютера наглядно. Я как-то скучаю, поэтому там я постоянно поглядывал на ресурсы. То есть по видеокарте там энкодер, декодер, 3D, сколько памяти, как нагружена динамика графика там была, то же самое по центральному процессору, то же самое по тому, насколько быстро я отдаю данные в интернет, когда загружаю там ролик, допустим, на YouTube, оперативки сколько загружено, скорость записи и скорость чтения в активном режиме для SSD нашей. То есть вот я скучаю по такому полноценному, визуально
дружественному в одном окне собранном мониторе ресурсов. Почитай, что там уже, ну, как бы мы пытались в этом направлении делать, что уже есть, и, ну, это мне не, чтобы ты знал, что мне не подходит. И я хочу что-нибудь вот такое вот одно, в одном месте, одно окно, и вся статистика там. Ну, желательно вот так вот, может быть, там вкладки какие-то там, между которыми я могу переключаться. Ну, как Windows. Очень наглядно, там классненько было. Прямо ностальгия у меня. Так, теперь понял точно, что ты нащупал самую важную вещь, скажу прямо. То, что ты открыл у себя, это разница между опросом и реакцией на события. Это главный фактор нагрузки, разложу. А, смотри, ты мне объясняешь то, что я не спрашивал. Я не спрашиваю, почему это было. Я говорю, кто будет самый адекватный из того, что... ты уже тут ответил. Окей, сейчас буду читать. Так, show me the key. C+, событийный, самый легкий, 0 в потоке. Да, хорошо, пожалуйста, делай. Делай. Ну, если вам надо будет там что-нибудь из вот таких вот скриптов, если вы чем-то пользуетесь и вы хотите уже скачать готовый, напишите, пожалуйста, в комментарии, что там хочу визуализацию мышки, клавиатуры, то, что я тут собрал, чтобы вы токены не тратили. Если вам хочется, то я создам отдельный репозиторий, туда залью. Так что дайте знать, если вам это интересно и нужно. Так, первый нам говорит, отличная конкретная хотелка. По сути, ты описал вкладку производительность из Windows Task Manager. Да? Ключевая находка, та самая программа уже стоит. Прошлый агент, Mission Center. Ну, я бы не сказал. Процессы, ресурсы. Где тут GPU? Я не вижу тут GPU. То есть для GPU там что-то отдельное, по-моему, мне как-то показывалось там. Но оно такое недружественное. Ну, то есть, да, вот это вот прикольненько. Это мне понятно. Это мне близко. Это мне легко понять. Он говорит, закреплен систем монитор, базовый GNOME монитор без GPU. Ну да, вот мне как бы это и расстраивает, что без GPU. Ну, с точки зрения разработки, что мне еще понравилось в Linux, когда делается автоматизация браузера, то он автоматически выходит на передний экран и делает себя главным, забирает прямо мышку. И получается, в Windows были баги из-за того, что автоматизация не могла это делать, наоборот. То есть шла в фоне, и такие гугловские какие-то сервисы, они просто не открывали, не рендерили само отображение страницы, из-за того, что вкладка неактивная, и пользователь на нее не смотрит, и гугловские сервисы, там Cloudflare, Google Cloud, я не помню, кто еще там таким баловался, ну, то есть какие-то там сайты отдельные, они просто не показывали ничего. Здесь
это сделано прелестно. Ну, то есть оно чуть-чуть раздражает, что моя мышка забирается, и он начинает управлять абсолютно всем. Но, но это очень классно. Если я оставил агента, то он может активно управлять сессией, и у него будет адекватно отображаться картинка в браузере. Так что с точки зрения для разработки Linux отличный. Так, хорошо. Глобальный хоткей Ctrl-Shift-Escape открывает Mission Center. Ctrl-Shift-Escape. Я не знаю, чтобы Ctrl-Shift-Escape. Ctrl-Alt-Delete там было. Тут нету ничего. Смотри, если на Ctrl-Alt-Delete ничего нету, здесь в Linux я попробовал, вроде бы ничего не открывается так на Ctrl-Alt-Delete, то мне было бы привычно монитор ресурсов видеть на Ctrl-Alt-Delete, Ctrl-Shift-Escape. Я не знал, что в Windows. Так, ну ты говоришь Ctrl-Shift-Escape, как в Windows. Ну, не знаю, я так ни разу не делал. Я этого не знал. И я заходил всегда через Ctrl-Alt-Delete, а потом уже монитор ресурсов. Так что давай попробуем сделать Ctrl-Alt-Delete. Мне это как-то все-таки привычнее. Достаточно быстро обрабатывается. Это благодаря хорошей видеокарте. Здесь уже стоит 5080. На ней хорошо. Ну, тоже какие-то, знаете, там приколы. То есть там стоит два кодека NVEC. Ну, в общем, две железки, два чипсета, которые кодируют видео в DaVinci Resolve. И получается, у меня используется только один из них, и надо докупить платную DaVinci Resolve, чтобы он мог распараллелить процессы и пускать сразу на два чипсета, и потом собирать это вместе. То есть это вот такая вот у них дополнительная штука. Так, allow up tray to take screenshot. Да? Или это уже и был скриншот? Это он тестирует, наверное, уже скриншот, а это какая-то... Это уже какая-то картинка. Так, но он же визуализацию мышки и клавиатуры. Ага, вот появилась у меня какая-то штука. Давайте ее закрепим. Pin to up tray. Да, у меня тут быстро так заполняется. Скоро или чистить. Ну, оно же уменьшится, я надеюсь, когда будет переполнение, да? Оно же уменьшится. И как-то не всегда я вижу, что подтягиваются здесь иконки. То есть со временем они как-то подтягиваются, а бывает вот DaVinci Resolve без картинки, хотя внутри applications вот DaVinci Resolve с картинкой. Непонятно. Эта штука, ну ладно. Вот так вот настраиваем в Linux. Так как про людей из СНГ шутят, что приехали на природу в другую страну и ищут привычную для себя кальянную. Вот, вместо того, чтобы узнать
местный колорит несут с собой то, что привычно и знакомо. Вот, я в Linux несу кусочки привычного Windows. Ну да, ну что, я не знаю, сколько. Больше, ну вот с появления Windows, сколько, когда он появился? В 91 году, вот с 91 года, сколько, больше 30 лет, 35 лет сидел на винде, и сейчас вот 2 дня в Linux. Я думаю, мне простительно, что я кусочки Windows тяну в Linux. Так, пока это все происходит, давайте подумаем, что мы еще можем активного, прикольного сделать. Это настройка среды, а вклинивать ли сюда видео по разработке мобильного приложения. Там в 2 словах скажу, во что я уперся. Я уже думал, окей, все, хватит проверять какие-то баги, хватит что-то улучшать, надо просто выкатывать на модерацию, отдавать в Google, а потом мне он говорит, Cloud Desktop, о том, что нужно записать какие-то видео. Ну, пока здесь наши агенты настраивают нам среду и переписывают уже документацию. Я так понимаю, что они среду уже настроили, если взялись за документацию. Ну, я не знаю, вот мышка не визуализируется пока что еще. Ой. Так, вроде бы в новом этом я могу вот так вот выделить и нажать Backspace. Ой, ну антропики вообще умнички. Сделали из Command Line интерфейса прямо удобное, заботятся о пользователях. Clickable. Так, ну хорошо, значит, если у нас есть пока что делать по нашему тематическому, то, что мы сейчас делаем, то давайте вникнем. Если он уже пишет документацию, я вижу, что он документацию пишет, значит, он уже все реализовал. Clickable, turn off, will, pause. Так, выбор языка, есть ли тут? Нет. Keymap. Клавиши, которые он будет отображать только на английском языке, они будут. Нормально, пусть будет. Вот включалка. Ну, какая-то... Ага. То есть это окно, в котором он пишет, что происходит. Ага. Так вот его можно делать меньше. Ну, на самом деле, то, как за него можно тянуть, это очень прикольненько. Такая визуальная штука. И здесь история как бы уходит влево. Я могу это поместить куда-нибудь. Сюда видно? Нет, сюда не видно. Наверное, вам будет комфортно куда-то сюда, если я размещу. Так, а здесь я попробую нажать окно не поверх всего. Давайте попробуем поверх всего сделать.
Так, display mode. Raw is Linux kernel. Scan code and maybe not so useful. Alignment. Timeout. Широта. Но я не вижу, чтобы он был на переднем плане. Работает, да, прикольно, но не на переднем. А то, что я смотрю, вроде бы ты настроил прикольно, хорошо, это работает. Креативно, да, это выход. Но, с одной стороны, я не вижу, чтобы клики отображались. То есть клики не отображаются сейчас, хотя в настройках вроде бы включены. А с другой стороны, это окно прячется за другими окнами, то есть нету такого выбора, что показывать про другие окна. А хотелось бы такое иметь, чтобы оно постоянно было поверх. Я не указал это в техническом задании, но я думал, что это само собой разумеется. А это можно настроить? Что? В конце добавил редактор субтитров А. Семкин. Он в конце добавляет какое-то продолжение следует, хотя я этого не говорил. Вот сейчас вот редактор субтитров А. Семкин. Что это? Так, значит, мы работу не принимаем, мышка не кликает, и поверх всех окон обе проблемы реальные, и ты прав, поверх всех должно быть по умолчанию. Я зря отписался ограничение Wayland. Вместо того, чтобы решить, давай не гадать, разберу по факту. Исходники еще лежат. Scratched, гляну настройки, как график User Interface рисует мышь, что есть по Always on Top. Ну, да, разберись. Сейчас это не работает. Так, если я закрою программу, вроде бы она как бы закрыта, но вот она работает. Если я сделаю Ctrl-Shift-C, да, он рисует Ctrl-Shift-C. Ctrl-Shift-C. Cosmic Media Player. Так, ну а этот не запустил монитор ресурсов. Давайте Ctrl-Alt-Delete нажму. О, у нас что-то есть. Тут визуализация сработала, Ctrl-Alt-Delete. Ну да, оно не на переднем плане. То есть оно было на переднем, если вот так вот, если работает слева. Ctrl-Alt-Delete. Mission Center. Давайте глянем. Да. Это уже что-то очень привычное. О, я хоть раз увидел, что у меня уже хорошая видеокарта десктопная, не лаптопная. Такая вот информация. Я не знаю, вы знали или нет, для меня это было открытие. Не смейтесь надо мной, пожалуйста. У меня было написано RTX 4070. И я думал, ну окей, да, написано, и все, хорошо. А потом оказалось, что десктопные, то есть именно большой компьютер, там, где вот такая вот видеокарта с таким вот охлаждением, здоровенная такая вот штука, как два ноутбука, что она совсем другая по сравнению с лэптопной.
с ноутбучной. То есть ноутбучная, там питание у нее 120-140 Вт, а здесь питание ограничение до 360 Вт, но можно поднять там до 450 Вт. Ее можно разогнать, чтобы она была еще более шустрой. Вот, и здесь получается в ноутбуке там питание было на весь ноутбук 240, по-моему, Вт. А здесь питание на весь десктоп 1250 Вт. И процессор, ну, вот такой вот маленький, да, и вот такое вот охлаждение к нему. Там 2 радиатора, 2 пропеллера там, и он не тротлит. И вроде бы AMD, почему такую сборку сделал? Номинальная тактовая частота 4,4, то есть они заявляют, что не будет опускаться ниже, чем 4,4. У меня с Intel моим, сейчас веду, у меня с Intel моим, там номинальная частота была 2,2, хотя написано там 5, 5,6, что-то там такое, но это пиковая, на нее вообще нельзя ориентироваться. Потом под нагрузкой, если много агентов запускаете, то опускается просто до номинальной. У меня опускалось еще ниже из-за того, что перегрев шел, просто из-за того, что в корпусе ноутбука, ну, недостаточно охлаждения. Да, так что вот GPU, выделенная видеокарта, она в том числе еще отличается по тому, сколько ватт она может потребить электричества, и ноутбучные просто в 3-4 раза слабее даже просто по этому показателю. Поэтому то, что там написано... ну вот у меня, у товарища RTX 5090, но ноутбучная, по кремнию, и Ишка мне говорит, что моя 5080 стационарная, она даже должна работать быстрее 5090, хотя там больше VRAM. Ну вот как-то так, да, так что, ну, не смейтесь, вот я узнал, что десктоп в 3 раза круче и дешевле, чем ноутбук. Вот. Я пользовался, наверное, последние лет 15 только ноутбуками, поэтому, пожалуйста, не смейтесь. Для меня это было открытием. Я это вообще забыл. Какие приколы еще могу рассказать про центральный процессор? У меня был Intel, и вроде бы он был лучше для виртуализации. И Ишка надо мной посмеялась, говорит, во-первых, Intel потребляет там до 400 Вт, а вот этот AMD будет потреблять до 150 Вт, по-моему. То есть где-то в 3 раза экономнее и работает хорошо. А с виртуализацией, говорит, абсолютно все хорошо справляется. То есть этот вот камень современный, новый, никак не отстает. Ну, меня радует. То есть вот потихонечку так вот настраиваю оборудование. Да, еще из интересного то, что по оперативной памяти расскажу. Я видел профессионального сборщика, который собирает компьютер, и у него стояло там сразу 4 планки. Я знаю, во всяком случае, для моей материнской платы, которая 2025 года, то есть это считается новой, вот искусственный интеллект мне в Linux говорит: о, у тебя новая материнская плата, под нее еще не зашиты правильные драйвера аудио, поэтому их просто заблочили. И получается, AMD работает вместе с памятью на одной тактовой частоте 6000.
Вот, и они совместно это тянут только если стоит две планки в материнской плате. Там в второй и четвертый порт, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну да, по-моему, они парой работают, второй и четвертый, и первый и третий, получается, они стоят как воздухоотводы, то есть вот так вот предусмотрено. И если ставить 4 планки, то а, тактовая частота сразу падает с 6000 там, до 5000 что-то там, и оно уже работает не сладкая пара, как оно там говорится на английском, sweet spot, сладкая точка, а в рассинхроне. Поэтому такой вот еще, да, момент вам, что если будете собирать, проверьте еще этот момент через ИИшку, через вашу motherboard, материнскую плату, через центральный процессор и через оперативную память, как сделать так, чтобы они работали оптимально. Вот у меня это было две планки вместо четырех. Вот делюсь вот такое вот видео просто по ноутбук не попало. Если вы внимательный зритель, то вот поделюсь вам здесь. Так, это сработало. Обязан сказать, нашел по ходу, твой Oracle set на GitHub запрещен force push и удаление веток на всех ветках. А я удивлен, что ты мне это говоришь. Разве в проекте не написано о том, что да, это так? Если нет, то внеси в SDLC, что это так, чтобы мне каждый раз каждый агент не сообщал об этом. Да, да, все хорошо, я так хочу. Так. О, прикольно. Смотрите, то есть захват клавиатуры, когда я ввожу пароль, он не работает. Он же не работает. Вроде бы не работает. Класс. А закончил вводить? Просто вообще зависла эта штука. Перестала уже выводить. Ты прав, это моя недоработка в самом факте, что пришлось тебе это рассказывать. Я сделал CMD. Сейчас сказано только про force push, заблокированы существующие ветки, а про запрет он говорит, что надо преобразованную ветку нельзя запушить puer старой, пришлось заводить новую. Это можно изменить, да. Нацелить правило блок force push только на main, а не на все branches. Это я сейчас попытаюсь исправить. Так, ну давайте вручную натыкаем. Смогу ли я вручную натыкать? Это у нас идет Pop OS Build, Settings, Branches. Так, а если здесь не установлено, значит это глобально на всем репозитории. Идем в репозиторий, настройки. Так, а где здесь? Тут я уже запутался. Тут уже нужна помощь. Тут уже давайте
Дополнительно новая сессия. Выбираем PopOS Build и вставляем нашу штуку. Сделай, please. Думаю, это здесь. Ну, сейчас ему брошу сразу ссылку на весь проект. Точнее, на всю организацию. Я думаю, это правила организации. Ну, и я ему сказал, чтобы он не через CLI лез, а через браузер. Через CLI у меня запрет, то есть там пользователь добавлен с правом просто писать код без админа. Это правило нам мешает в нашем репозитории PopOS Build, то есть жалобы конкретно на него сейчас, но если это правило распространяется на всю организацию, давай со всей организации повесим запрет только на main. Как хорошо надиктовывать. Я нажал Escape для того, чтобы ему сразу подтянулось, то есть я прервал его ход мысли, потому что он бы там еще посмотрел минут через 8-15 после того, как пошел бы по какому-то не тому пути, который меня интересует. Такое хорошее чувство, когда компьютер не крашится. То есть можно так когда-никогда посматривать. Хотя я не знаю. Со звуком сегодня были проблемы в начале, когда я тестировал. То есть там были какие-то проблемы. Но я их настроил. Получилось побороть. Записывал там тестовые записи, пока не получилось побороть. Ну, при помощи ИИшки анализировал, а сам натыкал, как починить звук в настройках OBS. Там как-то наслаивались один звук на второй и распараллелил. Так, хорошо. Мы запустили нашего браузерного. Пусть он там занимается. Ну, как у нас что-то начнется, я так понимаю, что он сразу активно захватит браузер, поэтому мы его сразу перенесем в бок и вернемся к нашим агентам. Так, переписал задачу. Проверю, что заработало. Снесу все 17 висящих. Но сперва каждую сверю, что она реально влита в main, не слитая нейтрону. Обновлю SDLC и память под новую реальность. Удаление force push на фьючер ветках разрешены. Теленбрач снова работает. А вообще скажи, Delete Branch защита зачем-то нужна? То есть, может быть, это там так удобнее отслеживать какие-то изменения или там еще что-то. Зачем это вообще? Потому что я помню, что всегда оно включено, защита от удаления, а ты предлагаешь удалить постоянно.
Так, ну, у нас спрашивают оценку нашего агента. Я бы сказал, что он отличный. Троечка. А почему я ему поставил троечку? Потому что он реально агентский ИИ. То есть он взял задачу и ушел в выполнение, выполняет. Это идеально. То есть у меня просят вот такие вот только разрешения. Я ввожу пароль, и он дальше продолжает. Так, вот она ценная зацепка, твой график User Interface, PID 37182 и его backend CLI PID сейчас живы и захватывают ввод. И мой текстовый запуск отвалился. Полкит не прошел в фоне, ты кликал, а не вводил пароль. Так даже лучше. Посмотрю, какие устройства ввода реально открыл работающий бэкэнд. Это без тебя, я без гаданий. Это без тебя и без гадания. Ну, молодец, да, то есть активный. Вот на X-High они такие вот не задающие вопросы, а просто работающие до результата и умно работающие. То есть вот это вот мой основной режим для агентности. Bypass Permission и X-High. Когда я ставил High режим, то он задавал какие-то глупые вопросы, которые так были самоочевидны и в техническом задании, и в документах там. А в X-High он прямо агентный. Вот, так что рекомендую. Опус миллионник. Так, хороший вопрос. Правильный скепсис. Защита от удаления веток, restrict deletion, существует не просто так, но она нужна на конкретных ветках, а не на всех. Разберу, зачем она вообще и почему для фичи веток это только мешает. Зачем нельзя удалять, реально нужна. На важных долгоживущих ветках, да, ценно. Ну, у нас таких нет. У нас маленький фикс, и смержились, и погнали от мейна. Main, релизные ветки, релиз 1x, production, удалять mail, main, катастрофа, сотрешь точку сборки, сломаешь деплой, у всех отвалится база. Вот тут запрет удаления настоящая страховка. От случайно снес и от злонамеренного удаляю ветку, чтобы обойти проверки, спрятать историю. Общие ветки, на которых строят другие, develop, staging, их удаление ломает работу всей команды, кто от них ответвился. Ну да, то есть маленькие фичи, которые они пилят, от них никто не строит никакие дополнительные ветвления. Комплайенс аудит в больших организациях иногда требует, чтобы ветки на каждую, на которую ссылается релиз, не исчезала. Да, я как солопренер не являюсь большой организацией, поэтому это не про меня. Хорошо. А что там наш этот... GitHub, введи... Я тебе дал конкретный путь, как это делать, не через CLI, то есть через CLI у тебя нету доступа, через CLI у тебя доступ веб-код блогера, а это не роль админа, поэтому у тебя не получается. Я тебе дал ссылку, сделай это все через браузер. Ему сложнее, да, но я в этой сессии, знаете, вот так вот распараллелил, что кодерам дал роль простого кодера и вынес роль администратора отдельно, чтобы они туда, ну, чтобы им не так просто было достучаться туда.
Так, наш агент, которому мы поставили хорошо, он говорит, ловит клики, ну, то есть что-то там делает. Открывает, запускает. Молодец. Ну да, то есть мы защищаем просто main, и все этого более чем достаточно. А были какие-то там прикольные визуализации деревьев, как они вот так вот идут, ветвятся и соединяются в PyCharm? Это встроено само, там Work 3 отдельная программка по гиту, я помню, пользовал. Ну, прикольно так, наглядненько. По-моему, десктопный сам GitHub тоже показывает. Ну, не так красиво, как другие штучки. Вот, поэтому, да, у нас все строится вокруг мейна, так что главное мейн не удалять. Давайте глянем, что он там настраивает. Я научился вот так вот, как, ну, вот это можно как-то в шортс вырезать, как вот эту вот вкладку, управляемую клауда, перенести на передний план. То есть, видите, сейчас все вкладки так съехались влево. Я могу кликнуть или вот здесь вот правой кнопкой и Move to Group to New Window. Это вот такая вот панель, там, где закладки у нас, Bookmarks. И также я могу кликнуть на управляющую вкладку здесь и сделать то же самое. Правой кнопкой Move Group to New Window. И вот здесь вот уже происходит то, что он управляет процессами. Так, и пока мы будем смотреть, что он там делает, у вас, да, тоже отражается, да, второй экран, да, супер. Жду А и Б. Окошко клавиш оставилось поверх другого окна или спряталось? Когда кликаешь мышью, теперь видно. Давайте запустим, потому что вот эта вот программа, я думаю, она ее должна запускать. Она сейчас не запускается. Да, спасибо, что без спикера. Первое наблюдение. Я вижу, что Show Me the Key программа не запущенная, она вообще не запускается. То есть это первое наблюдение, которое я вот делаю. То есть я кликаю по программе, она не запускается. Визуализации мышки нету, и визуализации клавиатуры вообще нету, потому что даже сама программа как-то не запущена и не запускается при клике по нее в футере. Так, и введем наш пароль. Так, что у нас там? Сейчас он заново обновится. 250-674. Чтобы GitHub авторизовался, двухфакторная аутентификация. Так, хорошо. Видео пишется, звук вроде бы идет. Приближаемся к часу 57 минут активного без вступления. Проверь. Что я сейчас сделал? Я просто тыкнул в
наш терминал, нажал табуляцию, и там уже было написано «Готово», поправил rule-set на main, снеси накопившиеся ветки. То есть вот так вот очень просто. Я не всегда согласен с тем, что ИИшка мне предлагает, но сейчас, да, это было вполне полезно. В продолжение того правила, помните, как я до этого рассказывал, ИИшка, продолжение того шорца первого, как вести себя с вкладками в браузере Cloud, то как их после того, как перенес в новое окно, как их закрывать. Я их люблю закрывать, потому что они смещают в правую сторону закладки нашего браузера. Проще всего так вот правой кнопкой и Delete Group. Тогда полностью удаляется. И отлично. Так, он, наверное, хочет посмотреть, что работает и что не работает. Вот оно, наше окно. Оно видно, мы его пробуем перенести куда-нибудь. Как за него тянуть? Мы же как-то за него тянули. Оно было активненьким. Хорошо, сейчас оно не активно. Является ли оно поверх? Нет. Оно не поверх. А если клики? Вот я сейчас это окно смотрю поверх терминала, который у тебя есть, и он прячется. То есть, если я тыкаю по терминалу, то он прячется. Причем до этого, до того, как ты начал настраивать, если я кликал повторно по самой программке Show Me the Key, то он выходил на первый план, а сейчас он не появляется. И несмотря на то, что окно Show Me the Key показано в втором экране, внизу под Show Me the Key, которая в футере, нету такой вот точечки, а активные запущенные приложения, они показывают такую точечку под собой, что они запущены и работают. Вот, поэтому, с одной стороны, полностью прячется это окно, а с другой стороны, еще и клики мышек не визуализируются. Очень быстро рендерит, да, то есть видеокарта, конечно, решает. Локально теперь надиктовывать это уже точно быстрее, чем GPT-чат. И качество обработки мне нравится. Ну, давайте глянем. Вот я сейчас это окно смотрю поверх терминала, который у тебя есть, и прячется. То есть, если я тыкаю по терминалу, такое точечки активные, запущенные приложения, они показывают такую точку. Да, да, ну, то есть, хорошо распознают. Я доволен. Давайте глянем нашего Cloud Desktop. Один шаг от тебя в открытом окне Confirm Access. Ну я уже сделал. Спасибо. Так, это... Я не могу сказать, что прямо я легко настроил отображение клавиш в Windows, но во всяком случае я там скачал готовую программу.
Так, force push и удаление main. Удаление merged веток разрешено, force push в future ветку разрешен. Окей, хорошо. Ну, это сразу на все репозитории распространяется, то есть main мы защитили. Отлично. Хорошо. А вот представляете, такие вот простые вещи, как просто показывать вам визуализацию мышки и клавиатуры, и, ну, не получается настраивать. Так что, наверное, на этом я конкретно это видео закончу и начну видео по публикации мобильного приложения. Потому что там уже, ну, я не знаю, неделями идет финишная прямая, но хочется уже подать на проверку Гуглу. И вроде бы там надо выполнить какие-то дополнительные правила, которые не связаны с кодингом. То есть это связано вообще там с записью каких-то видео, зачем нужна геолокация или что-то такое. В общем, посмотрим, почитаем и разберемся в этом, постараемся выполнить. А что, спасибо, что были вместе, спасибо, что интересуетесь таким сложным материалом. Я считаю, что это сложный материал, то, что мы делаем. Повышаете вашу IT-насмотренность уже в Linux. Тут не все так просто настраиваемо. Казалось бы, скачал какую-то утилиту, и она должна просто подняться и работать. Сильно меньше сообщества, чем под винду. А винда практически у всех. А Linux, но это, да, сильно меньше сообщества. Вот, так что, если вы тоже переезжаете на Linux, то добро пожаловать. У меня на компьютере уже полностью нет Windows, и установлен только Linux, операционная система. А создавайте ваши проекты, пусть они будут миллиардники в долларах, и желаю вам финансового благополучия. Спасибо за лайки, подписки. Спасибо.